Многие атлеты до сих пор могут сказать, что впервые передний вис увидели у атлета Ганнибал Форкинг, а некоторые думают, что Ганнибал его и придумал. Но это, конечно же, не так. Ганнибал просто один из первых публичных личностей, с видео которого у многих начался путь в воркауте. Ну и еще можно вспомнить Зефа Закавелли из роликов десятилетней давности. Чистый вис и подтягивание в нем атлет делал в 2008-2009 годах. Что же, давайте разберем настоящую историю элемента, эволюцию топовых воркаут-атлетов современности и все вариации переднего виса. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Если о фулл-планше с ровными руками первое упоминание было у итальянца Альберто Браглия в 1908 году, то по переднему вису первые фотофакты встречаются только в 1950-е годы. Разумеется, глядя на отличное качество исполнения элемента на этом фото, уже ясно, что много лет до этого вис уже тренировали, просто не документировали. Первопроходцами были Джаспер Бенинкаса в конце 1950-х, он держал вис на пальцах, на крюках и на брусьях. Также известный скалолаз Джон Гилл, который держал ровный передний вис на двух в 1957 и в 1969 году он делал такие попытки на одной руке. В некоторых англоязычных источниках я даже находил, что Джон Гилл подтягивался в висе на одной руке, и это фото с согнутой рукой сделано в динамике. Он до сих пор тренировался. В 2013 году есть ролик, где Джон Гилл в 76 лет до сих пор делает попытки переднего виса и упражнений на рукоходе. В спортивной гимнастике вис оценивали как категорию A, где шкала была от A до F, а после 1960 года вис переоценили и повысили до категории B. Интересный факт, что в 70-е годы во время золотой эры культуризма передний вис делал и Франко Коломбо. Хотя, может, просто Коломбо поднимал его для проработки спины. Двухкратному мистеру Олимпия и его другу легендарному Арнольду Шварценеггеру нравилось публично тренироваться на пляже. Они оба любили турник, а на одном фото сначала может показаться, что Арнольд делает диван, но это уже фантазии и профессионально деформированный взгляд. Вообще, касательно исполнения первого переднего виса, сама гимнастика появилась еще в 8 веке до нашей эры в Древней Греции. Потом был долгий перерыв, а в 19 веке уже нашей эры в Германии, Франции, Швеции и Чехии гимнастика параллельно вводилась как дисциплина в специализированных школах. Горизонтальный вис спереди в основном используется в дисциплинах мужской спортивной гимнастики и можно увидеть еще на тренировках скалолазов. В 1896 году гимнастику впервые признали официальным видом спорта. Именно в эти годы и проводилась первая Олимпиада. Я думаю, что именно с этих годов и стоит считать, что начались вводиться сложные гимнастические элементы, в том числе и передний вис. Отойдем от истории и вернемся к современникам. А больше редких фото ты сможешь увидеть в телеграм-канале по ссылке в описании под этим видео. На канале Владарович ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистеники. Жми колокольчик. Эволюция элемента и топ-атлеты. Разберем различные вариации горизонтального виса спереди на примерах конкретных атлетов. Когда речь заходит о переднем висе, сразу приходит в голову атлет Онизука из команды Outsiders, в которой много мощных ребят. Онизука делает множество вариаций виса, 25 подтягиваний в касание, выход на прямых руках в обратный самолет, 20 подтягиваний в висе и затем подтягивание в притянутый вис. Также делает 33 секунды притянутого виса, хотя видно, что это не его предел. Следующий атлет Кристиан. Он умеет обратный самолет и мастер притянутого виса. К этому атлету мы еще вернемся. Бенджамина Серрано из Чили топовые атлеты прозвали королем переднего виса. Хоть где-то он в количестве и проигрывает другим, но только посмотрите, с какой легкостью Бенджамин выполняет подтягивания в висе, будто нагрузка отсутствует и его подталкивают снизу. Техника, пожалуй, лучшая в мире. Также показывает комбинации в подтягиваниях в различных вариациях в висе, и на соревнованиях он сразу выделяется. Наш парень Юрий Оробец делает в чистой взрывной технике различные вариации подтягивания виса. Он в подтягиваниях вообще вылетает вверх, и вис держит около 50 секунд, а подтягивается в нем 16 раз. И рост у атлета порядка 1,80 м или даже выше. Патрик Зиолус одинаково хорош как в висе, так и в горизонте.
Он уже не новая звезда воркаута и достаточно известен. Топовая техника и мировой уровень виса. Эммануэль из Италии обладает хорошей выносливостью в висе, в подтягиваниях и в 2019 выигрывал даже у Зиулуса на Бёнингейт. Ему принадлежит рекорд по подтягиванию в висе на одной руке. Еще один атлет, Мануэль. Он хорош в обратном самолете на кольцах и в широком притянутом висе. А вис на одной руке – это, наверное, лучшее качество, которое можно представить. Линия тела ровная с минимальным отклонением плеча. Еще можно вспомнить Зорана. Он хоть и не обладал большой выносливостью, но хорошо натренировал отдельные элементы, например, обратный самолет на 5-6 секунд. Лайзенс еще в подростковом возрасте, около 14 лет, делал вис на одной руке. А Андрей Кобелев в 2011-2012 годах делал одним из первых максимально ровный передний вис на одной руке и подтягивался в нем. Вспомним еще Асвальда Лугонеса, который на двух и на одной руке делал вис. Давно от него не было актива. Рома Мягков, который сейчас, кстати, восстанавливается, раньше держал вис секунд 40 или даже больше и подтягивался в касание. И был очень вынослив в базе, в подтягиваниях на одной. Конечно, в одном выпуске не уместить всех атлетов, кого хотелось. И кого не упомянул, то постарался вставить их в видеофрагменты. Если брать самого пожилого атлета в исполнении виса, то это 77-летний немец Никлаус. Он держит вис и тело ни капли не дрожит. Британец Стефан Холланд, 66 лет, тоже способен это сделать. Немец Маркус Браун, 59 лет, хорош для своего возраста. Также Маркус Бонди, 52 года, он из Австралии. Отлично чувствует себя в переднем висе, он довольно известен. Девушки, о которых скоро будет полноценный выпуск, тоже прогрессируют в этом движении и показывают уровень. Это Чумакова Таня, которая к тому же делает и выход принца на 2, Китаева Наташа. Также есть еще и бразильская девочка, которая лет 10-12, и у нее уже попытки виса на одной руке. Но, как мне кажется, наиболее чисто и долго держит вис спортсменка Мари. Кроме виса она умеет и другие элементы, в том числе и full планш. Но об этом в следующем выпуске. А немного дальше в этом сюжете обсудим лучшие мировые рекорды переднего виса. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по калистенике или нужна помощь в развитии своего YouTube канала, то напиши мне, контакты в описании. И еще там можно получить мини-книгу по воркауту для начинающих. Мышцы в работе. Работающие мышцы в переднем висе – это, по-простому говоря, верх спины, задняя часть плеч, пресс, поясница и шея. По базовой подготовке нет универсальных значений, но для начала лучше раз 20 с хорошей техникой подтягиваться, уметь держать уголок на турнике около 1 минуты, поднимать ноги к перекладине с касанием носками в районе 15-20 раз. Дополнительно поможет изучение элемента Dragon Flag на полу, а затем и на трубе. Частично будет полезен элемент флаг. Ну а мышцы кора можно натренировать планкой на локтях на выносливость. Параллельно можно приступать к подводящим и самое главное пробовать сами попытки элемента. Самих обучалок по вису на YouTube огромное множество, поэтому не будем заострять на этом внимание. Единственное, могу порекомендовать, это обучающие материалы Артема Морозова, есть специальная книга по переднему вису, или же, например, книги Кристофера Соммера, это американский тренер сборной молодежной по спортивной гимнастике. Если еще больше интересен опыт профессиональных гимнастов и опытный подход, то рекомендую каналы Андрея Телицына, он опытный тренер по гимнастике, и Артема Морозова, это школа воркаута, думаю, многие из вас его знают. Рекорды лучших. Конечно, все, что касается рекордов, тут можно еще, кроме длительности удержания или количества подтягиваний в висе, сравнить и качество. Ровность линии тела, отклонение плеча в сторону при висе на одной руке, но это я уже оставлю на твои рассуждения в комментариях. Смотрим. Рекорд по удержанию переднего виса на 2 руках у атлета из Португалии по прозвищу The Black Turbo – 63 секунды. Ему 49 лет. Ранее он выполнял 60 и 57 секунд. Он делает различные усложнения, висы с огромными покрышками, вешает утяжелители на край ног, что значительно повышает нагрузку, и еще много чего другого.
До этого на количество рекорд был 53 секунды у атлета Лекса Стил. 47 секунд удерживал Юра Оробец. Кстати, о его мощном однофамильце Иване я уже делал недавно выпуск. В 2019 году 40 секунд виса делал 46-летний атлет Мишель Эспосито. Еще раньше 33 секунды держал Залимхан Камбалов. По рекорду в подтягиваниях к поясу в переднем висе первое место занимает Онизука, 25 повторений, а Юра Оробец сделал 16 раз. Если брать притянутый вис, то Онизука держал 33 секунды, а рекорд 40 секунд виса в касание у парня по имени Кристиан. Теперь по переднему вису на одной руке. Наибольшее удержание 27 секунд. Это Симеон Атанасов из Болгарии, ему только 18 лет. Еще есть Максим Игнатков, 24 секунды. За ним был предыдущий рекорд. По подтягиваниям в висе на одной руке 8 раз у итальянского атлета Эммануэля. А вис в касании перекладины достаточно уверенно держат Зиолус и Матео Спиназолла, у которого просто резиновые суставы и в некоторых элементах локти просто выворачиваются. Передний вис в воркауте сейчас является уже, наверное, базовым элементом во фристайле. Если раньше им радовали в идеальной технике только топовые атлеты, то сейчас ему можно научиться быстрее, имея начинающий или средний уровень, используя различные обучалки, книги и программы опытных атлетов. Как видим, на соревнованиях ценятся сейчас именно комбинации и вариации различные переднего виса, а не просто обычный вис. Напиши, какой еще элемент воркаута ты хотел бы разобрать в следующих выпусках. И хочу сказать отдельное спасибо Андрею Александрову, который помогал мне с поиском некоторых атлетов в данное видео. Моя мотивация делать подобные сюжеты – это твоя реакция, поэтому ставь лайк под видео и жми колокольчик на все уведомления. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владарович. Разбуди в себе атлета.